Хотя нет, полсекунды само то. Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и едва ли не самым популярным комментарием под моими роликами стал комментарий: ну когда же обзор на DCF 860 наконец? Конечно, обзор будет, как только он появится в свободной продаже. А сегодня я хотел бы вам рассказать про импакт, который вы, возможно, не слышали. DCF 888. И, конечно, поговорить о системе DeWalt Tool Connect и разобраться, как она работает. Ведь именно наличием этой системы этот импакт и отличается. О чем нам говорит вот этот символ? Вообще, получается, эта модель даже старше DCF 860, ведь это DCF 3/8. Если же вы хорошо знакомы с линейкой DeWalt, вы наверняка узнали в очертаниях этого импакта, наверное, самый популярный импакт от DeWalt – это 887. До сих пор в продаже и до сих пор многими любим. Как видите, они идентичны, вплоть до мелочей. Отличаются только кнопки режимов. Механическая у 887 и вот такая мембранная клавиша у 3/8. Патроны, неприкрытая подсветка. Все абсолютно одинаково. Еще одно мелкое отличие, которое я заметил, это то, что 888 тяжелее на 25 грамм. Его вес составляет 973 грамма. Этого 948. Вот таким синим у нас подсвечивается смена режимов работы. И здесь 4 режима. Home, кнопка переключения режимов и 3 режима. Каждый режим можно настроить отдельно в приложении. На сегодня это действительно редкая моделька от DeWalt. Она, кстати, не новая, ей несколько лет. Вот этим символом вы можете его опознать. До того, как мы проверим с вами работу системы Tool Connect, давайте все же посмотрим. Возможно, 3/8 хотя бы чуточку мощнее, чем 887. Буду крутить на одинаковых настройках, в одинаковый материал, с одинаковыми батареями. Пытливый зритель скажет: ну ты где-то по-разному давишь или немножко под разным углом закручиваешь. И пытливый зритель будет прав. Но в данной первой попытке разница уж слишком большая. Обязательно нужно проверить еще раз, только сейчас я поменяю местами и шурупы, и шуруповерты. В этот раз примерно одинаково ровно заходят оба шурупа, и делаем вывод: побеждает любой шуруповерт, который находится слева. По ощущениям все примерно одно и то же. Может быть, совсем чуть-чуть настройка 3/8 чуть более агрессивная. Итак, система Tool Connect. Система работает по Bluetooth и является прежде всего системой слежения за инструментом, а также управления некоторыми функциями инструмента посредством приложений. Условно я разделю объяснение работы системы на две части. Первая – индивидуальная, вторая – групповая работа. Начнем с индивидуальной, и для вас лично Tool Connect может быть полезен следующими вещами. Установив приложение Tool Connect на ваш смартфон, вы можете отдельно настроить регулировку каждого из этих 4 режимов. Интерфейс приложения я покажу чуть позже, давайте подробнее про настройку этих режимов. Что вы конкретно можете настраивать в приложении? Количество оборотов на каждую скорость, яркость подсветки, задержку подсветки и, самое главное, задержку Precision Drive. Что такое Precision Drive? Давайте я вам сейчас еще раз покажу. Ставим на первую скорость практически любой импакт DeWalt и закручиваем шуруп. Удар не включается, я держу, а включаться начинает через 1 секунду. Это может быть удобно, если вы работаете с мелким крепежом и не хотите повредить заготовку. Еще раз. Секундная задержка. Немного дожали. Удобно, но я считаю, что 1 секунда это слишком долго. Здесь в 887 возможности отрегулировать это нету. В 888 же это сделать возможно. И сейчас вместо 1 секунды я сделал задержку полсекунды, что, по-моему, значительно удобнее. Вот смотрите. Даже можно сделать еще меньше.
Хотя нет, полсекунды само то. Вот примерно для всяких таких тонких настроек и нужен Tool Connect для индивидуальной работы. Далее, на 887 у вас предустановленная скорость 1000, 2800, 3250. На 3 восьмерки вы можете поставить себе 1000, 1503, например, или как угодно. Это удобно. Вы можете настроить себе отсутствие подсветки, если вы часто работаете на улице, или вы можете сделать ее менее яркой или более яркой, или изменить время задержки. И также, время задержки подсветки я имею в виду, и так вы можете сделать на любом режиме. Но я повторюсь, функция Precision Drive для меня в данном случае, вот эта регулировка задержки в полсекунды, имеет решающее значение. Сейчас ей хотя бы можно пользоваться, потому что секунда — это долго. Пришло время переместиться в интерфейс приложения, и давайте рассмотрим его поближе. Итак, приложение называется Tool Control, и вы здесь видите, я уже добавил свой 888 в него. Сделать это было несложно. Смотрите, что мы можем добавить в приложение. Аудит чип, я его, кстати, тоже купил, он у меня сейчас есть. Батарею с этой технологией. Коннектор или просто переходник между аккумулятором и инструментом, в который нельзя вставить аудит чип, который я показывал выше. Дрель, редкая 797 модель. Impact 3 восьмерки, который вы и видите в этом ролике. 896 гайковерт на 1/2 дюйма, тоже редкая модель. В линейке даже есть вот такой ротационный зеленый лазер с Tool Connect. Ну супер редкий. И даже вот такой фонарь, тоже с Tool Connect. На крупногабаритный инструмент вместо аудит чипа может использоваться вот такой вот так, а объединить все эти инструменты и сделать их независимыми от вашего телефона вам поможет вот такой блок связи, который имеет автономный выход в интернет и объединяет ваши инструменты посредством Bluetooth. Это полезно, если вы хотите, например, следить за вашей строительной бригадой, не находясь возле нее. Скажу так, за последние несколько лет я вижу, что система развивается и ее потихоньку стараются довести до ума. У меня пока есть мой 3 восьмерки, заходим в него и видим здесь 3 вкладки. Диагностика, действия и уведомления. Далее мы видим, что Impact находится в зоне действия Bluetooth InRange. Мы видим уровень заряда батареи, видим, что он не перегрет, например, и что он сейчас включен. Я могу его дистанционно отключить, нажав вот эту вот Enabled в позицию Disabled. Также я вижу, когда он последний раз был подключен к телефону. Далее мы можем посмотреть версию оборудования, вот здесь все указано. Далее заходим в диагностику и видим состояние батареи чипа Tool Connect. Видим, когда первый раз им начали пользоваться. Видим, сколько раз нажали на кнопку пуска, 239 раз. И видим, сколько всего наш инструмент проработал по времени. Переходим во вкладку действия и здесь снова видим переключатель «Активировать», «Дезактивировать устройство». Видим интересную опцию «Выключить устройство, если оно не в зоне действия Bluetooth». И видим отдельный пункт «Настройки устройства». И видим 2 кнопочки ниже. Первая «Land», что значит «Одолжить устройство, не передавая его как собственность кому-либо». И вторая «Разорвать связь с устройством». Нажав большую синюю кнопку снизу «Identify», вы увидите, как на вашем шурике замигают лампочки. Тем самым вы сможете определить его из кучи, например, чужих шуруповертов на стройплощадке. Итак, переходим в режим настройки инструмента. Для этого нам нужно подержать кнопку выбора режима 3 секунды. Все, мы вошли в этот режим. Здесь мы можем тонко настроить каждый из наших режимов. Например, первый. Мы не можем выбрать здесь скорость, потому что у нас включен режим Precision Drive. Вот здесь мы его можем выключить. Тогда мы сможем настраивать нужную нам скорость. Но обычно на первом режиме его оставляют включенным. Мы также можем здесь, видите, настроить задержку режима Precision Drive. Мне нравится полсекунды. По умолчанию, как помните, это секунда. Оставляем полсекунды. Также мы можем настроить время задержки подсветки, сколько она горит после того, как мы отпускаем кнопку работы инструмента. То же самое можем сделать со вторым режимом. Здесь, например, мы поставим скорость 2500, чтобы было больше разницы между третьим. Вот так. Ну и домашний режим — это максимальная скорость всегда, максимальная яркость подсветки, стандартная задержка и выключенный Precision Drive. Да, в каждом режиме вы можете настроить яркость подсветки. Я этого не сказал, ну вот, можете.
Сохраняем. Хорошо, друзья, только что я протестил дистанционное отключение шуруповерта, и да, оно работает. Вот смотрите. Enabled. Вот он работает. Выключаем. Выключили. Он не работает. Даже если я сниму и поставлю аккумулятор, он не работает. Если я попытаюсь его сбросить, он не включится и не сбросится. В целом хорошо, но это ручное отключение. Сейчас вот, да, включу его, и он заработает. Вот. Это ручное включение-выключение инструмента. Но опция, так интересная мне опция, которая была здесь. Disable if out of range. То есть, если его кто-то украл и там убежал с ним или унес его, то он должен выключиться и не работать. Вот эта функция не работает. Даже если я включаю и ухожу шуруповертом достаточно далеко, мне пишет, что шуруповерт не в сети, он все равно работает. То есть, вот эта функция все еще не реализована как положено. Жаль. Identify функция работает. Вот я нажимаю, и он мне начинает здесь показывать, вот мигать разными лампочками, чтобы я мог его выбрать из кучи инструмента. Как же быть, если в вашем инструменте нет функционала Tool Connect? Для этого отдельно можно купить вот такие чипы. Я ранее о нем говорил, он подходит в новые инструменты, если в них есть вот такие вот места под них. Давайте установим и посмотрим, какой он функционал даст с 999, например. Кстати, да, хоть функция выключения при выходе из радиуса действия телефона и не работает, но уведомления приходят. То есть вы хотя бы увидите, что ваш шурик куда-то делся. Итак, мы выкрутили эту заглушку. У нас есть место под чип. Чип выглядит вот так. Видимо, он начинает работать, когда мы вытаскиваем вот эту вот штуку. И теперь у нас не просто 999, а интеллектуальный 999. Добавляем его в приложение. Это у нас будет аудит чип. Да, и нам нужно скачать еще одно другое приложение. Окей. Раздражает, что это совсем другое приложение, еще одно. Тоже возможность конфигурировать устройство. Примерно то же самое, только может быть более профессиональный интерфейс. Вот это приложение для групповой работы прежде всего. Добавим наш таг. Так. Угу, нашел чип. Вот зачем нужен наш баркод. Окей. Ах, вот оно как. Понятно. В общем, с этим чипом мы плавно переходим к софту для групповой работы, то есть для строительных бригад. Итак, мы находимся с вами в приложении Site Manager. Это профессиональная часть приложений от DeWalt, вот этой технологии Tool Control, Tool Connect. Доступ также возможен через веб-морду, вы можете управлять всем этим даже не со своего телефона, а просто зайдя на определенный сайт. В данном приложении я вижу инструменты и из Tool Control, и из Site Manager. Вот это, видите, Drill — это мой 3 девяточки. А 3 восьмерки — это то, что я добавил в предыдущее приложение, которое вы видели. Причем в приложении Tool Control нету инструментов, которые я добавил при помощи чипа. То есть, если вы купите только чип, то придется вам пользоваться профессиональным приложением. В обычном ваш инструмент не появляется, как я понимаю. Видите, его нет. А здесь появился и тот, и тот. Итак, что мы здесь можем делать? Здесь мы можем создавать бригады, распределять по ним инструмент, назначать инструмент на конкретных работников и позволять работникам отмечать состояние инструмента. Можем следить за их местоположением и также можем позволить работникам отмечать состояние инструмента. Как это выглядит? Вот таким образом работник может отметить инструмент как утерянный, как нуждающийся в ремонте и так далее. И менеджер бригады все это увидит и примет какие-то действия. Важно, у вас не получится выключать или настраивать инструмент при помощи чипа, который вы в него установите. Только инструмент, который полностью поддерживает Tool Control, такой как 3 восьмерки, может быть настроен при помощи приложений. То есть в данном случае так выполняет функцию слежения и позволяет более удобно работать с инструментом в бригаде. Да, вы можете найти ваш таг. Вот у вас есть такая штука. При приближении к инструменту вы увидите, как близко вы к нему находитесь. И вы можете также идентифицировать ваш инструмент. У него там замигает лампочка, когда вы будете пытаться его найти. В целом, каких-то еще интересных функций для индивидуальной работы я от этого чипа особо не вижу. Но хочу заметить, решение для групп, для именно такой организованной работы
на самом деле интересно и очень сильно развилось за последние годы. И перед вами сейчас пример интерфейса в вебке. Итак, что мы имеем в итоге? А в итоге у нас постоянно развивающееся программное решение от DeWalt, которое позволит вам более эффективно, так сказать, управлять своим инструментом и стройбригадой, если вы имеете такую необходимость. Даже на данный момент система Tool Control и Tool Connect имеет смысл. Имеет смысл, конечно, для определенных сценариев работы. Необходимо понимать, что инструмент с Tool Connect, вот этой вот технологии, и чипы, которые вы можете дополнительно купить для вашего инструмента, это разное. То есть именно с инструментом, поддерживающим технологию Tool Connect, вы сможете работать в том самом первом приложении, которое позволяет вам тонко настраивать собственный инструмент, включать-выключать его дистанционно и так далее. В целом, инструмент с этой технологией на сегодня стоит процентов на 20-30 дороже, чем инструмент без нее, и он достаточно редок на самом деле. Но учитывая, как быстро развивается эта система, как много программных интересных решений там возможно реализовать, я считаю, что в будущем, скорее всего, все больше и больше инструмента будет становиться именно поддерживающим технологию Tool Connect у DeWalt. Потому что, если задуматься, цена вопроса пару долларов. Чип отдельно стоит вон $11, то есть это совсем не страшно. Учитывая массовость, можно их вставлять в любой инструмент, и стоить это будет, ну там, $5 пускай. То есть, ну, дороже он будет на $5, и что? Поэтому, скорее всего, в будущем весь наш инструмент будет подключаться к телефону, мы будем видеть его состояние, мочь диагностировать, заказывать ремонт, запчасти и так далее, что, в принципе, очень даже интересно. А сейчас, купив подобный инструмент, вы можете немножечко заглянуть в то самое будущее, которое наверняка грядет. Друзья, если у вас остались вопросы по данным технологиям или этому шуруповерту, пожалуйста, пишите их в комментариях. С удовольствием отвечу. Спасибо за внимание и всего вам. Да, друзья, пока я снимал и монтировал этот ролик, братский китайский народ уже начал продавать DCF-860. А соответственно, очень скоро он появится в Москве, если уже не появился. Ну а где купить DeWalt DCF-860 по хорошей цене, вы наверняка сможете узнать у нас в чате. Возможно, он даже будет там продаваться. Заходите и общайтесь. Всего вам доброго.